о ремонте ручки. Первым делом нам нужно снять карту дверей. Снимаем верхнюю пластиковую накладку. Всего 4 фиксатора. 1, 2, 3, 4. При помощи насадки Torx T20 нам нужно открутить 4 болта, которые крепят карту. 1, 2, 3 под пластиковой крышкой и 4 внизу карты. Первый болт. Откручиваем второй болт. Находится он у нас слева от ручки дверной. И достаем аккуратно. Следующий болт у нас находится под пластиковой крышкой. Снимаем крышку. И откручиваем последний болт. И снимаем блок управления стеклоподъемниками. Далее нам нужно отщелкнуть 3 разъема. 1, 2, 3. Для того, чтобы отщелкнуть этот разъем, нужно нажать на фиксатор и отвести в сторону серый фиксатор. Так же само этот разъем необходимо нажать на фиксатор и отвести в сторону серый фиксатор. И наш разъем выходит. И снимаем этот разъем. Блок стеклоподъемника можно отложить в сторону. При помощи пластикового инструмента снимаем карту дверей. В верхней части карты у нас 5 металлических защелок. Далее нам нужно отсоединить пластиковый фиксатор тросика ручки. И утопить вовнутрь. Далее нам нужно снять нижний фонарь в карте двери. Поддеваем его при помощи пластикового предмета и отсоединяем разъем. Поднимаем карту вверх, выводим ее с защелки. Тросик наш отсоединен. Вот фиксатор троса внутрисалонной ручки. Не забываем отсоединить разъем подсветки ручки. Так выглядит разъем подсветки ручки. Можно снимать карту. По центру дверной карты есть еще один фиксатор. Ответная его часть на дверной карте. Снимается он вниз. Далее нам понадобится снять аэрбэг. Перед тем, как это делать, я рекомендую отсоединить клемму аккумулятора. Нам нужно открыть нижнюю ляду. Поднимаем ее вверх. Далее нам понадобится крючок для фиксации. Так он выглядит. И фиксируем крышку при помощи крючка. Далее откручиваем фиксатор нашего запасного колеса. Снимаем металлическую шайбу и снимаем уплотнительное кольцо. Далее нам понадобится пластиковое приспособление, которое у нас есть в комплекте, для удаления запасного колеса с посадочного места. И устанавливаем пластиковое приспособление в посадочное место
в наш замок на верхней части нашей ляды. Также нам понадобится еще одно пластиковое приспособление. Так оно выглядит. При помощи этого пластикового приспособления фиксируем нашу крышку багажника, для того, чтобы крышка не закрылась. И снимаем наше запасное колесо. Далее нам нужно открутить металлическую конструкцию, которая находится под запасным колесом. Всего два болта, один второй, и две гайки, одна вторая. Нам понадобится ключ на 13 и откручиваем болт ключом на 13. Один болт. Второй болт. И откручиваем гайки. Одна гайка. И вторая гайка. И снимаем металлическую конструкцию. Аккуратно выводим ее и откладываем. Так выглядит металлическая конструкция в сборе. Далее откручиваем минусовую клемму при помощи ключика на 10. Снимаем клемму и откладываем ее в сторону. И откручиваем аэрбэк при помощи 10-й головки. И снимаем шумоизоляцию. Далее нужно отсоединить трос ручки. И отсоединяем фиксатор тросика ручки. Снимаем пластиковую заглушку в боковой части двери. Центральная ее часть и наружная часть. Далее нам понадобится шестигранный ключ. При помощи шестигранного ключа откручиваем болт, который фиксирует нашу ручку. Далее нам понадобится ключик на 8 и откручиваем вот эту гайку. До конца ее откручивать нет надобности. Можно остановиться в таком положении. Далее нам понадобится отвертка плоская. Нам необходимо поддеть в этой части силюмина. Подфиксировать. И выводить вниз пластиковую ручку. Далее нам необходимо провернуть по часовой стрелке ручку и достать с посадочного места. Можно отпускать. Так выглядит посадочная часть ручки. Здесь всего два вот таких паза. Один с одной стороны, второй с другой. Далее нужно снять уплотнители. Под этим уплотнителем у нас еще один крепежный болт.
Второй уплотнитель также можно снять. Далее откручиваем крепежный болт, который у нас остался. И придерживаем ручку с обратной стороны. До конца его можно не выкручивать. Необходимо нажать на ручку и вывести. И снимаем ручку. Неисправность в этих ручках зачастую вот в этом месте. Далее приступим к ремонту дверной ручки. Нам понадобится сделать отверстие вот в этом месте. Также нам понадобится проволока порядка 8 сантиметров и сверло 3 миллиметра. Далее делаем отверстие. Далее устанавливаем шестерню в среднее положение и заводим в посадочное место направляющую. Далее изгибаем проволоку. И заводим ее через отверстие. И закручиваем проволоку. Устанавливаем пружину на место. Проверяем. По необходимости добавляем смазку. Теперь приступим к снятию тросика. Для этого нам нужно поддеть вот эту защелку, фиксатор. Так, и выводим трос с посадочного места. Готово. Так выглядит наш трос. На тросе ручки есть место для фиксации. Диаметр его 8 миллиметров. Рядом есть еще одно такое место другого диаметра. Сейчас мы замеряем диаметр. Оно у нас диаметром в 1 сантиметр. Нам необходимо его уменьшить до 8 миллиметров. Для этого нам понадобится тонкий надфиль. И при помощи тонкого надфиля уменьшаем диаметр. Итак, после 10 минут усердных работ надфилем мы имеем два абсолютно одинаковых посадочных места. Родное посадочное место 8 мм и второе посадочное место, которое мы только что уменьшили, до 8 мм. Сейчас мы рассмотрим один из вариантов устранения неисправности. Нам необходимо поддеть пластиковую крышку и отщелкнуть.
Здесь у нас есть возможность регулировки. Нам необходимо утопить вот эту вот пластиковую штуку глубже. Тем самым мы сократим размер тросика. Его можно достать полностью и переустановить глубже. Нажимаем и защелкиваем. Далее устанавливаем пластиковую крышку на место. Готово. Далее устанавливаем наш трос на место. Направляем. И защелкиваем фиксатор в силюминовой ручке. Готово. Можно устанавливать. Далее устанавливаем нашу восстановленную ручку на место. Заводим ее в таком положении. И поднимаем вверх. Вот наш крепежный болт. И направляющая вот с этой стороны. Фиксируем ручку при помощи болта. Готово. Далее устанавливаем уплотнительные резинки на место. Одна. И вторая резинка. Приступаем к установке ручки. Для этого нам необходимо зацепить силюмин, пододвинуть к себе. И в таком положении необходимо заводить ручку в посадочное место. И проворачиваем против часовой стрелки. Готово. Ручка на месте. И зажимаем нашу ручку при помощи ключика на 8. Чувствительно поджимаем. Достаточно. Далее устанавливаем фиксатор тросика во второе положение, которое мы дорабатывали, и защелкиваем его. И фиксируем трос ручки. Перед сборкой проверяем. Отлично. И устанавливаем личинку замка на место. При помощи шестигранника закручиваем. Поджимаем. Достаточно. Сразу можно установить на место заглушку. Наружная часть заглушки и внутренняя. Далее устанавливаем шумоизоляцию на место и устанавливаем на место подушку безопасности. И зажимаем. Далее устанавливаем нашу карту на место. Нам нужно выпустить провода наши для подключения блока стеклоподъемников. Далее нам нужно подключить наш трос открытия ручки. Проверяем правильность установки защелки ручки.
Вот наша подсветка. И аккуратно подсоединяем. Далее устанавливаем карту и защелкиваем верхние защелки. Далее защелкиваем боковые клипсы. Подключаем разъемы блока стеклоподъемников. Один. Второй. И последний, третий. Проверяем. И устанавливаем блок стеклоподъемников на место. Аккуратно заводим. Готово. И закручиваем крепежные болты нашей карты. Второй. Защелкиваем защитную крышку. И закручиваем последний крепежный болт. И устанавливаем на место декоративную накладку. И устанавливаем на место плафон подсветки. Устанавливаем разъем и заводим наш плафон в посадочное место на карте. И защелкиваем. Устанавливаем минусовую клемму на место. Подключаем. И зажимаем ее при помощи ключика на 10. И устанавливаем нашу металлическую деталь на место. Заводим ее в посадочное место. Попадаем в направляющие. И совмещаем резьбу. Закручиваем наши болты. Один болт. Зажимаем болт ключом на 13. Поджимаем. И закручиваем второй болт. Зажимаем его ключом на 13. Устанавливаем наши гайки на место. Закручиваем. Вторая гайка. И зажимаем их ключом на 13. Одна. И вторая. И устанавливаем запасное колесо на место. Далее нам нужно снять пластиковый упор. Можем его установить на место. Закрываем багажник. Снимаем пластиковое приспособление. Одной рукой его удерживаем и направляем запасное колесо. Пластиковое приспособление можно установить на место. Далее устанавливаем резиновый уплотнитель на место и устанавливаем металлическую шайбу, которая центрует наше запасное колесо. И закручиваем вентиль. Поджимаем его. Проверяем. Достаточно.
Снимаем наш пластиковый крючок, фиксируем его в посадочном месте, защелкиваем и закрываем нашу крышку. Защелкиваем ее. Отлично. Подписывайтесь на канал. До встречи на канале. Всем пока.